Здоровье человека напрямую зависит от питания. К сожалению, сегодня мировая пищевая индустрия в большинстве случаев не заботится о составе выпускаемых продуктов и нацелена только на получение максимальной прибыли. Однако длительное употребление в пищу некачественных продуктов негативно сказывается на организме. И привести его в норму возможно только при полном переходе на натуральную, экологически чистую еду. Благо, что в последнее время наблюдается положительная тенденция, когда все больше производителей стремятся выпускать честную продукцию. В Удмуртской республике в деревне Гадыкшур Игринского района разместили свое производство братья Лекомцевы. Подтолкнули их открыть свое дело родители. У Лекомцевых-старших имеется свое небольшое хозяйство, и лучшим решением стало самим перерабатывать свое мясо и овощи. В 2009 году был построен первый цех. Сейчас гадыкшурские продукты – известный бренд по производству замороженных полуфабрикатов в Удмуртии и за ее пределами. Стимулятором для роста было это качество нашей продукции. То есть мы всегда уделяли акцент очень большой именно на качество. Всегда использовали только натуральные ингредиенты. Но, конечно, этот путь достаточно долгий. То есть людям надо все-таки опробовать первоначальную продукцию. Что самое было интересно, все-таки ниша еще не была сильно занята. Сейчас, вот на текущий момент, я думаю, мы являемся одними из самых крупных игроков по производству мясных полуфабрикатов в Удмуртии. На данный момент выпускаются около 2 тонн в сутки готовой продукции. Из них только пельмени разных видов составляют 1 тонну 200 килограммов, остальное – полуфабрикаты. Конкуренция вообще в Удмуртии по пельменям очень высокая. Она всегда была, всегда есть. Цели всегда надо ставить перед собой. В любом случае мы ставим цель перед собой выходить именно за пределы Удмуртии. Мы делаем какие-то попытки определенные. Есть все предпосылки для того, чтобы гадыкшурский продукт стал узнаваемым и в других регионах. Ассортимент продукции широк, производится больше 80 наименований. Большой популярностью также пользуются вареники, котлеты, зразы, голубцы, блины. Есть выбор и для вегетарианской кухни – это продукты из овощей. Также хорошо представлена национальная удмуртская кухня. На производстве больше применяется ручной труд. Ни одно оборудование не сравнится с продуктами, изготовленными вручную, считают на предприятии. И немаловажно, конечно, чьими руками это все делается. То есть мы такое предприятие, мы практически такая небольшая семья. Мы очень любим и уважаем своих сотрудников. Все-таки это качество зависит и от них очень-очень сильно. Цель или даже миссия нашего предприятия – это создать вкусный, качественный продукт по доступной цене. И при этом без использования улучшителей, заменителей, в общем, без так называемой химии. В цехе работают 60 человек в смену. С появлением предприятия деревня Гадыкшур возродилась. Многие работники специально переехали в данный населенный пункт из районного центра или других сел. Это пример того, как одно предприятие может значительно повлиять на социальную жизнь села. Деревня, она же вся вымирала уже. Вот за счет все же нашей предпринимательницы, наших предпринимателей деревня встала. Я работаю чисто по заявке. Девочки, которые пельмешки, дают мне заявочку на капусту, сколько капусты нужно в данный момент на пельмени пропустить. Вот это я пропускаю, взвешиваю и отдаю. Это свежая капуста уже. Вчера только завезли ее. Мы кушаем свою продукцию. Мои детки, внуки. На предприятии очень строгие требования к сырью. Компания сотрудничает только с проверенными поставщиками. Кроме того, гадыкшурский продукт можно смело назвать сельскохозяйственным перерабатывающим предприятием полного цикла. Ведь родители Лекомцевых уже на протяжении многих лет занимаются животноводством и овощеводством. Выращенные на собственных полях капуста, морковь и откормленные бычки идут на производство вкуснейших продуктов. У нас своя ферма маленькая, поголовье у нас в данный момент 208 голов. У нас все это мясо идет на свое производство. Начинаем мы отращивать телят маленьких где-то с 2 месяцев закупаем. И вот и доращиваем, где-то год и 2 мы их уже забиваем, пускаем в свое хозяйство, в свое производство. Сено мы сами для себя заготавливаем. Поля, луга свои, где-то под 800 гектаров собственности у нас они. Мы только кормим сухим сеном. Силосом мы не кормим. Нас это не устраивает. Силосом это мясо невкусное, запах есть. Популярность гадыкшурского продукта объясняется тем, что все производится как для себя, по-домашнему. Строго соблюдаются все санитарные требования. Честно изготовленный продукт всегда найдет своего покупателя. Не хочется обманывать людей. Все-таки люди всегда хотят есть хорошую, качественную пищу. И вот, наверное, это воспитание наше, это передалось от нашей мамы, что надо делать всегда качественно и не надо никогда никого обманывать. А все-таки качественная продукция – это без обмана. Это натуральный продукт.
Девиз компании «Натуральный продукт за умеренную цену». Для того, чтобы сохранить заявленную ценовую категорию, гыдыкшурский продукт продается в 23 фирменных магазинах и 2 мини-маркетах. Это в Ижевске и других населенных пунктах. Собственный автопарк позволяет доставлять товар вовремя, сохраняя все полезные свойства продукта. Продукция из Игринского района отвечает всем сертификатам качества. Весь производимый товар подлежит декларированию, санитарному и ветеринарному сопровождению. К тому же у удмуртской компании есть все шансы по праву называться экологически чистым продуктом. У нас задача стоит, в принципе, мы выдерживаем все нормы для того, чтобы получить сертификат органической продукции. То есть у нас сейчас есть такая цель подтвердить свое качество декларацией, сертификатом. Компания постоянно участвует на специализированных выставках, фестивалях и конкурсах. Больше всего наград получают фирменные пельмени. Также предприниматели получают многочисленные благодарственные письма от администрации Игринского района и правительства Удмуртской республики. Как и любое предприятие, компания из Гыдыкшур стремится развиваться. Уже намечены планы на расширение. Для того, чтобы справляться со всеми поступающими заявками и, наконец, увеличить объемы производства, начато строительство нового цеха. В будущее производство будет больше внедрено автоматического оборудования. Конечно же, все это не в ущерб качеству, ведь гыдыкшурский продукт уже полюбился многим жителям Удмуртии именно своим постоянным, неизменным натуральным вкусом.